Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Завтра выйдет патч баланса. И вот честно, у меня была идея записать вам мантию короля через охотников и все такое. Но что вы понимали, я сделал уже 6 попыток. И у меня тупо не получается записать мантию короля, хоть ты тресни. Даже в топ-3 не получается зайти. Не знаю почему. Может мне тупо не везет, но скорее всего из-за этого. Потому что я, допустим, в 2-3 играх... Опа, подписчик. Привет-привет. Так, я на запись. Да елки-палки. 350 раз ошибся. Вот. Я в 3 играх подряд находил мантию короля с рандомного сундука последним предметом. Это настолько было жестко, что просто не передать вам словами. Ну, вот, не знаю, у меня прям... Ну, у меня кипела кровь. Кипела кровь нереально от того, что я тупо не мог найти мантию короля. В этой игре я даже пытаться не буду, потому что здесь нету сумки... Ой, сумки. Мастерской бумы нету. Если бы была бы мастерская бума, я бы 100% попробовал бы еще раз. Но тут я вижу, есть идеальная комбинация. Есть дух пятерка, все дела. Поэтому сейчас мы будем разваливать по полной программе. Я хочу сделать сборку, которая будет тупо ваншотать все и вся. То есть я хочу собрать... Стрима же нету. Ну, ребятки, ну простите, стрима пока нету. Стрима пока нету. Мне на самом деле самому хочется провести стрим, но, к сожалению, отключение света совпадает со временем. Я же обычно в 6 часов стримлю, все дела. Вот, и со временем совпадает отключки света. И, точнее, короче, вы все поняли прекрасно. В 6 часов у меня нету света, и до 8 его нет. И сейчас я чихать буду. Ой, спасибо большое, кто пожелал мне здоровья. Спасибо большое. Успел прикрыть рукой нос, а то если бы не успел прикрыть, то весь бы монитор был в соплях и слюнях. Блин, ну хотелось бы мне взять кристалл Рубика, но на самом деле это очень слабый предмет, поэтому я не хочу его брать. Были бы здесь у кого-то тинкер в 2 звезды, я бы попробовал бы взять, но тут такие герои у всех, что ну его в баню. Ой, боже, лучше бы я взял плащ-пальто, либо же все-таки кристалл Рубика, потому что то, что мне сейчас упало, это полная хрень. Ладно, ребят, усаживайтесь все поудобнее. Как вы уже поняли, будет обалденнейший контент, поэтому всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Если ты до сих пор еще лайк свой не тыкнул, обязательно тыкни свой лайк, но если не подписан, то подпишись. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео и в комментариях. А еще на экране у вас там будет появляться QR-код. О, какую фразу заучил я, а? В общем, что сегодня я планирую? Ну, я хочу... развалистую комбинацию. Если бог рандома сделает все как надо, то, соответственно, как мы поступим? Берем 12 уровень, потому что, скорее всего, это последний день, когда я буду так спокойно брать 12 уровень и о нем говорить, потому что в следующем, точнее в завтрашнем патче баланса, там будет жесткие изменения с уровнем, там много опыта нужно будет как на 11, так и на 12. Ну, короче, обзор на этот патч баланса будет у меня на канале, и, скорее всего, это где-то в 6 часов вечера. Поэтому обзору быть. Заходите, смотрите, я там все расскажу, все покажу. А сейчас будем погружаться в текущую игру. Хочу развалистую комбинацию, жесткую комбинацию хочу. Тут есть дух пятерка, Джакира и Дизраптор. Все. Сейчас вы, как уже поняли, то будет игра через аппарата. Это дух пятерка, если что. Он в доте аппарат. Да что ж такое, нос у меня чешется. О, хорошо. Обычно, знаете, когда так делают, типа, чихать не хочется. Когда так занюшил свой пальчик. Не знаю, с чем это связано, но на некоторое время это попускает. Потом не попускает от слова совсем. Нос чешется, как и чесался. Чел тупо на 2 хп выжил. Эх. Ладно, что-то, короче, с тинкером 2 звезды ранним как-то мне не везет. Ну, наверное, это все-таки из-за того, что у меня предметы не очень. Если бы я взял, допустим, кристалл Рубика, то, скорее всего, была бы ситуация немного иная. Но тут у чуваков тоже хорошие столы. Ну, в общем, план таков. 12 уровень, 5 драконов, идеальная комбинация через драконов. Дух пятерка, Дизраптор. Если будет Тай, то, соответственно, Тай духу сверху, Кунку, Варлока. То есть вот такие вот ребятишки мне нужны. Будем разваливать сегодня по полной программе. Чисто от А до Я выносить всех.
Будем пробовать, будем стараться. Получится классно, а не получится, ну что ж, помянем. Как помянули мантию короля. Ну, на самом деле, у меня на канале недавно был ролик с мантией короля, там, где я записывал имбового ДК. Поэтому, кто не видел этот ролик, то в правом верхнем углу экрана будет для вас подсказка. Посмотрите этот ролик. Там ролик, на самом деле, такой развалистый, поэтому, поверьте, вы не потратите ни минуты своего времени зря. Ну давай ракетки пускай, ну не в тех! Боже, какой ты козел. Животное, ты понял, кто ты? Не, ну вы видели? У меня аж нос начал выеживаться. Ну вы видели? Просто по закону подлости нет, чтобы он в темного лорда накидать ракетки. Он кидает во всех, но не в темного лорда. Ну просто, зачем враги, когда у тебя есть вот такие вот тиммейты? Незачем. А на самом деле, я типа сейчас раунды так жестко проигрываю, чисто из-за того, что у меня не очень предметы. Типа, если бы у меня был предмет второго тира немного другой, там и столы у моих противников уже добротные. На самом деле, был бы у меня, допустим, кристалл маны плюс 50, ситуация была бы намного иная. Были бы у меня молнии второго тира, ситуация была бы совершенно другой. Да много чего, если было бы чуть-чуть по-другому, было бы намного лучше. Элементарно, даже если был бы у меня сейчас резак, он же кастрюля, который крутится вокруг себя и чисто урон наносит, с ним бы ситуация немного иная была. Огр в 2 звезды, тоже было бы все шикарно. Потому что Тинкер в 2 звезды, на самом деле нормально урона напихивает. Я дико извиняюсь, что я носом шмыгаю. Я не могу ничего с этим сделать, потому что если я носом шмыгать не буду, вы будете смотреть как водопад. Будет, короче, тема, когда я буду... Я стану водопадом. Все, у меня мозг поплыл, ребята. Блин, бывает. Бывает. Как говорится, раз хорошее настроение, то поехали. По поводу стрима я там хотел сказать. Ребят, к сожалению, отключки света, все дела. Когда будет стрим, я буду писать в своем телеграм-канале уже по факту в тот день. Потому что заранее писать я пока что не могу. Стабильных графиков нету. Но благо хотя бы ремонтные работы у меня по улице закончились. Фу-фу-фу. И теперь у меня свет хотя бы, в день почаще бывает, чем был до этого. Потому что до этого это полная труба была. Я же вот в предыдущем ролике говорил о том, что мне нужны спонсоры на канал. Ребята, кто может оформить ежемесячную подписку, я буду предельно благодарен вам. Огромное вам за это спасибо. Я стараюсь своих спонсоров радовать ранним доступом к роликам. Поэтому, кто может, оформите. Она дешевая, там 30 гривен, по-моему, стоит. Короче, вы поняли. Просто будет приятно. Кто может. Кто не может, бывает, что ж. Там я еще смайлики хочу доделать. Да вообще надо заняться еще смайликами, переделать их, добавить какие-то интересные смайлики, чтобы их было четко видеть. 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 Вот. Так. Блин. Бафа людей как такового даже нет. Я ЦМ-ку продал. Все. Да что ж такое, Нос, пожалуйста, успокойся, а. Кусик, отстань. Да, что-то Тинкера в текущей игре меня не радует это слово совсем. Он свои ракетки кидает куда попало, но не туда, куда надо. И, кстати, инвестиция в лучшее будущее сюда. Инча плюс 1 монетка на базу. На базу. Да я Тинкера вряд ли соберу. 3 звезды. Хотя, кто знает, может и соберу. Поставил себе, если что, чернокнижников. Мне на самом деле так не нравится, как понерфили чернокнижников. Раньше баф двух чернокнижников тебя радовал. Сейчас же баф 2 чернокнижников тебя не радует. Потому что 10% от хила. Не знаю, зачем разработчики так сделали, но они так сделали. Зачем? Да почему? Неизвестно никому. А шрифма небольшая получилась. Да что ж такое? Нос, успокойся. Задолбал этот нос.
Интересно, у меня текущая игра будет долгая или короткая? Потому что последние несколько недель у меня игра вообще... точнее, не игра, а игры не короткие, от слова совсем. У меня все игры, они нереально долгие. Вот не знаю, с чем это связано, но почему-то последние... Ну, вот время, вот реально долгие игры, там по 40 раундов, по... О, кстати, аптечка священника сюда. Только мне надо сейчас паролить. Я выиграл джекпот. Я выиграл джекпот. Там, к сожалению, тоже челы на лустрик становятся, но у меня сейчас просто будет 2 жреца, поэтому мы сможем как-то это все перевернуть. А, там один чел на первом месте становится тоже на лустрике, он тоже хочет играть через драконов. Но я его буду, скорее всего, опережать, потому что у меня уровень чуть побольше и денег чуть побольше. Вот. Сейчас, если еще баф людей получится поставить, то вообще будет шикардос. Но пока что идет ЦМ-ка. Ну, ничего страшного, пусть идет. Вообще надо выходить как можно быстрее в 8 и выше. Сейчас предметы ролить не буду. На 15 раунде я попробую рольнуть предметы. Может, мне упадет посох 3-го тира, что будет шикарно. Если не упадет посох 3-го тира, то будет печально, грустно, обидно, больно. Ну да ладно. На самом деле я сейчас так много хп потерял, и при этом у меня еще и баночек нету. Будем надеяться, что баночки хотя бы восстановят мне нормальное количество хп. Те, что, конечно, у меня будут. Потому что на текущий момент все грустно. Охотники собираются, но там чел без денег, но с косой, кстати. Много кто косу получил. На самом деле, если у чувака на первом месте сейчас собьют винстрик, он там нереальное количество опыта получит. Там столько опыта будет, что ну его в баню. Ну, если кто-то собьет. Там x2 опыт. Кто вдруг не знает, как коса работает, напоминаю, что на моем канале, в разделе там, где короткие ролики, там есть мини-гайды. Поэтому, кто не знает, как работает какая реликвия, заходите туда, там есть плейлист с мини-гайдами, открываете, все гайды по реликвиям есть, подробные, и лайфхаки небольшие. Да, что ж такое? О. Ну, кстати, я, наверное, баф гоблинов возьму на 15 раунд. Ну, пригодится, я думаю. Винстрик, кстати, сбили чуваку. Ну ладно. Не знаю, бабку оставить или не оставить. Вроде бы как бы хочется бабку оставить, а вроде бы как бы и не хочется бабку оставить. Я, кстати, сейчас рванул предмет 5-го, хотел сказать, 5-го тира. Ну, кстати, драконий рог еще неплохой предмет, потому что я ж планирую 6 людей поставить по итогу. Я, кстати, сейчас сделаю гениальное действие 200%. Это я закину сейчас драконий рог в тролля жреца. Чтобы он сразу закастил свой щит. И все. Я проиграл 100% после этого, потому что тогда жрица не успеет закастить свой скилл на хп-реген. Ну, короче, вы поняли. Просто сделал мув конем. Закатил раньше свой щит. Он раньше спал, раньше его убили. Вот так. Вот так. Гений. Кстати, жрец хороший пришел. Но этого жреца я возьму. По-любому надо брать такого жреца. На мобов он пригодится. Чернокнижников еще возьму. Жалко, мне баф людей плохо идет. Ладно, короче, тоже продам. Я лучше выйду 8 уровень как можно быстрее. Жалко, мне баф людей не падает. Вообще, очень жалко. Но представьте на мгновение, что если бы у меня был бы ранний баф людей. Да, у него и так там стол. Ну, извините меня, не маленький. Так он еще и демага себе нашел. Ну ладно, хрен с тобой. Так вот, о чем я говорил. Был бы у меня баф людей, было бы так идеально, особенно если бы у меня был ранний баф людей. То есть с раунда так 4-го у меня был бы баф людей. У меня бы сейчас уже был 8 уровень. Уже сейчас, на текущий момент, с аптечкой священника у меня был бы 8 уровень, потому что я бы получил тонну опыта. Я уже не раз говорил, но если вам падает ранний баф людей, то лучше пострадайте с этим ранним бафом людей, даже если вы выигрывать не будете. И вы просто получите нереальную тонну опыта и будете все разваливать. Так, драконий рог мы, естественно, в тинкера закидываем, хотя на самом деле на текущем раунде я бы не особо хотел закидывать драконий рог конкретно в тинкера, потому что этот тинкер может подливу такую устроить. Он кинет ракетки, в это время они будут прыгать, и все ракетки просто в молоко такие.
Жалко, конечно, что мантия короля не получится записать на последний день так. Было бы красиво, чисто так, знаете, провести красиво мантию короля. Но мантия короля сама виновата, она не хотела, чтобы я ее записывал. Я сколько дней пытался записать ее, ну не получалось, и все, хоть ты тресни. Да новый герой ни разу не имбал. Кстати, единственный момент, который вот меня прям, ну, немножко, скажем так, раздражает, это то, что разработчики никак не решили понерфить способность ШД. Вот никак не решили не понерфить. Почему они так решили сделать? Неизвестно от слова совсем. Кстати, скоро уже 9 уровень буду. На самом деле, все более-менее хорошо. Я думаю, даже солнечного шамана сейчас продать. Так. Ну, я кольцо магии плюс 40 возьму. Мне, в принципе, сейчас не нужен кристалл плюс 50 маны. Все будет и так хорошо. Там, я смотрю, у меня конкуренция появляется тоже. Хотят собрать себе магов-драконов, ребятки. Но на самом деле я даже на мага-драконах особо и не буду планировать играть. Типа я буду на них играть чисто для того, чтобы баф людей поставить 6 штук. И пытаться как-то выносить все и вся. Но в целом, я планирую играть просто через драконов, через сильный прокаст. Если будут маги, то, соответственно, магами прикольно. Если магов не будет, то, соответственно, ну и в баню этих магов. А так, будем смотреть от ситуации. Что ставить, как играть и тому подобное. Сейчас самое главное мне выйти в 10-й. Я надеялся на то, что мне упадет предмет первого тира, вот этот посох, который дает 20% магического урона. Баф людей вообще не хочет идти, заметьте. Вот сколько раундов прошло, баф людей на горизонте даже не видно. Ни собака, ни легионка, ни Лина, ни котла. Все такие, да ну тебе в баню. Ты там хочешь баф людей, но отдохнешь, молодой. Молодой горячий, отдыхай. Чел на первом месте интересную сборку делает. Я давно такую сборку, если что, не видел. Я даже знаю, что он хочет. Он хочет собрать себе 6 воинов, 4 бога, 4 морских, 4 орка. И играть будет он через кунку. Я давно эту сборку не видел, но на самом деле эта сборка не рабочая в текущем патче, потому что, типа, ты будешь выносить магов, окей, но от всех остальных ты будешь страдать. Страдать по полной программе. Ну, короче, продам Тинкера. Я лучше выйду в уровень. Я только что решил, что я лучше его продам, выйду в уровень. Ну, ничего себе! А кто это у нас тут такой? Кто это у нас тут такой? Кстати, а я выйду из инкама сейчас и немного себе уровня подыму на 11 сразу. Да, я потеряю сейчас кучу денег, но мне будет потом намного проще. Ой, еще и баночки неплохо восстановили. Мне потом просто будет намного проще брать себе 12 уровень. Намного меньше мне надо будет всего, чтобы взять просто себе 12 уровень. Намного меньше. Чел, кстати, там будет играть через ТБшку. ТБшку друиды, то есть старая сборочка. Гирокоптер. Ничего себе. Это кто-то на 8 уровне достал Гироча. Окей. А вот, кстати, и он. А он на 7 уровне с помощью шлема Ареса достал гирокоптера. Короче. В чат Телеграмом скинули скриншот одной очень интересной сборки. Спасибо за баночку, плюс 1 хп. Как вкусно. Короче, в чате Телеграма скинули скриншот одной интересной сборки. Там чел на 8 уровне собрал себе берсерков 3 звезды, антимагов 3 звезды. Собрал себе дизрапторов 2 звезды и кого-то еще в 2 звезды. И все это на 8 уровне. На 8 уровне. Это чисто проявление скилла. Как он это сделал, я не знаю. Серьезно, кому он душу продал, я тупо не знаю. Да. Ну, скилл, да и только. Вот так вот. Вы жалуетесь там по поводу скилла. Вот так вот, ребятки. Вот так надо играть. Сейчас самое главное, на 20-м раунде от Мауфта хотя бы не откиснуть. Потому что стол у меня реально слабый. Очень слабый.
Да, там чел будет даже сейчас через Джаггернаута играть. Потом он будет играть через Кунку. Но, а так он через Джаггернаута будет играть. Это старая мета, когда еще маска 5-го тира работала на отхил, со способностью и тому подобное. Сейчас же эта мета, ну, не работает так. В Мишку закину сейчас Драконий Рог, чтобы появился Мишаня, который будет решать вопросы. Все-таки он может там стан подкинуть и тому подобное. И я, наверное, Леона поставлю. Потому что Леон может нормально, кстати, уронов кинуть. Со своей способности. Ну, в общем, как-то такую сборку решил сейчас сделать. Сейчас не буду спешить с предметами. Подожду чуть-чуть. Возьму Рубика. Может, здесь Зевс будет. Если будет здесь Зевс, можно поставить будет себе 5 драконов, 6 богов и дальше сильный прокаст. Это вообще будет имба. Ну да. Не зря я все-таки поставил себе такую сборку. Сумка. Я возьму... Сюда. Сюда эту прикормку. Так, кого продать? ШД продаем. Все предметы в котла. Жалко, конечно, что... Да дай мне посох 1-го тира, пожалуйста. Ну, палочка Гарри Поттера тоже пойдет. Кто-то даже Тайда себе нашел. А можно я теперь в себе в легкую найду? Все, что я хочу. Пожалуйста. О, Тайд сюда. Лич. Я тут, кстати, недавно жаловался о том, что не могу Лича собрать нормально. В 2 звезды раннего. Может, это та игра, где я соберу себе раннего Лича в 2 звезды? Да не, хрень какая-то. По-любому не получится. Не должно получиться. Ой-ой-ой, спектра. А спектра не раскрыта. В Лича сейчас предметы закину. Кого продать? Вот так вот сделаю. Все, отлично. Я, может, спектру оставлю. Может, я вообще через спектру поиграю. Так, станчик пошел от Тайда. Время потянул. Хорошо. Лич, давай. Не подводи меня, Лич. Нет, отстань. Отстань. Боже, какой ты умничка. Вот этот чел, который закинул туда блинк в антимага, он просто умничка. Дизраптор, леший. Вау. А что это за царские подгоны? Но 5 драконов я не поставлю. У меня нет возможности 5 драконов ставить пока что. Ну да. Пока что, ну да. Кунка. Сюда. Вместо собаки. Отлично. 5 драконов. 2 яйца. Вообще шикарно, на самом деле. У меня под сумкой сейчас яйца по 2 монетки стоили. Меня спрашивают, как работает сумка? Ребят, 50% скидка дает. Запомните. 50% скидка. На самом деле у меня сейчас хороший стол. Тьфу-тьфу-тьфу. Жалко, конечно, что не в 2 звезды, как у некоторых скилловичков бывает. Но тоже пойдет. На самом деле, если бы у меня был такой стол, и он весь был бы в 2 звезды, то забейте, я бы здесь всех выносил уже вперед ногами. Вот серьезно. Сейчас, кстати, надо будет поставить себе вместо Леона Гримтача. Потому что под Гримтачем могут закинуться чайник котла. И будет вот такой вот разнос. Ну, естественно, я побеждаю сейчас не на своем поле. Это так положено. Так и должно быть. Если бы я побеждал на своем поле, это было бы чересчур сильно. Короче, возьму так Леона в 2 звезды поставлю. Что-то мне как-то Леон сейчас больше нравится. Потому что Леон на самом деле может нормально так урона кинуть. На секундочку. Да. Но это жестко на самом деле. Типа, я сейчас буду побеждать не на своем столе. А когда я буду играть на своем столе, я буду проигрывать. Вот запомните сейчас мои слова. А еще мне надо хоть какое-то усиление, потому что идет 25-й раунд. И если к 25-му раунду у меня не будет какого-либо усиления, то мне торба будет. Меня снесут только так. Снесут, даже имени не спросят. Ой, ну тут чел вообще красавчик. Вот, ребят, я все время говорю и буду говорить. Ставьте всегда так кучно всех героев. Всегда ставьте кучно героев. Никогда не ставьте их отдельно. Всегда кучно. Поверьте.
Шанс победить на 200% вырастает, если все кучно становятся. Там охотник еще огромный. Мне так спектра хорошо идет. Лучше бы вместо спектра что-то шло хорошо. Я, кстати, морскую волшебницу возьму. Морскую волшебницу возьму. А Тайда я, кстати, через яйцо апну. Надо апать. Надо усиляться. Усиливаться. Что я говорил? Морскую волшебницу возьму, потому что там конкуренция у меня растет. Там тоже есть маги-драконы, и меня могут снести, потому что им может элементарно повести больше, чем мне с фигурами. У меня сейчас Тайд в 2 звезды через яйцо, а не так его наролят, поверьте мне. Вот, допустим, тут есть котел в 2 звезды. Да, больно. Надо агоним найти. Пожалуйста, можно мне Рич в 2 звезды придет? Проверяйте, ребят. Пишем сейчас в комментариях, на каком раунде я нашел себе Лича. И соберу я Лича в 2 звезды. Или не соберу от слова совсем. Вау. Но это надо брать. Пока дают, надо брать. Найдем сейчас друида какого-то. Найдем сейчас какого-то друида. Апнем себе лешего в 2 звезды. Не знаю, надеюсь, я сейчас правильно предметы расположил. Будем надеяться и верить, что я в этом раунде не откисну. Надо будет медузу, наверное, купить. Вот знаете, я сейчас ни грамма не жалею, то, что я апнул Тайда. Боже, он столько времени потянул. Ни грамма не жалею о том, что я апнул Тайда. Ни грамма. Давай, Леон. Да! Леон герой, 3000 урона. Яйцо еще и дракончик упал. Шар бездны, кстати. Пока пойдет. Пока что пойдет шар бездны. Раз против меня есть магия дракона, то пока что пойдет шар бездны. Мы, кстати, можем сейчас убрать баф 6 людей. Идет все то, что мне не надо. Мы можем сейчас, кстати, убрать баф 6 людей. Потому что кунка у меня есть, и поставить просто себе 5 драконов. Вот серьезно. Оставить себе просто баф. Ну, 3 людей мне хватит. Сколько мне надо раундов тогда выиграть? 4 раунда мне надо просто пережить каким-то чудом. Но зато у меня будет 5 драконов. Давай, агоним. Агоним. Бог ты мой. О боже. Я охренею, какое мне ну, просто коричневое выпало. Боже, лучше бы я не трогал это. Лучше бы я не трогал. О, винстрик. Сюда. Спасибо за покушать. Кунка. Блин, ну хочется кунку. Но я просто понимаю, что этот дизраптор. Блин, да как же тебя поставить? Ладно. Откажусь от Тайда. Я просто подумал, что, может быть, мне повезет, раз мне так хорошо Тайд идет. Я его соберу в 3 звезды. На самом деле, Тайд в 3 звезды — это такая пушка. Этот стан — это душный стан. Очень душный стан. Так, тут вот маг-дракон. У него Лина в 2 звезды, но у меня предметы отстой. Но я его, кстати, вынес. Несмотря на то, что у меня предмет отстой, я его тупо вынес. ДК, хорошо. Нормально мне так дизраптор идет. О, Котл. Не прошло и 1000 лет. И друид, кстати, пришел.
Можно Лешего собрать будет в 3 звезды, если получится. Ну, я, кстати, поменяю вместо Леона уже. Леон 1800 урона нанес. Ну, я поменяю его, короче. Я поменяю, потому что я поставлю в дальнейшем еще морских. Все-таки 4 морских я поставлю, чтобы тупо не получать от магии. Очень больно. На самом деле, у меня очень плохие предметы. Если бы мне упал Аганим, я был бы намного более уверен в своей победе. Но так как мне не упал Аганим, я сейчас не уверен в том, что я смогу пережить хоть что-то. Мне ужасные предметы упали. Ужасные. Ой, ёпта, еще и ты пришел. Чел 6 раз проигрывал. Имеет 11 уровень. Тупо сидит на своих... Вот смотрите. Он тупо сидит на богах морских и тупо меня душит. Все, я вылетел, да? Один хп. Охренеть. Я на одном хп живу. Я не знаю, как это, но я на одном хп живу. Кстати, заметьте, на каком уровне я там взял 10 себе? Ну, давайте с 11 начнем. На каком раунде я себе взял 11 уровень? И сколько я уже ролюсь, что мне вот так вот тут плохо приходится? Вот сколько? Давайте, напишите сами в комментарии. Но я более чем уверен, что будут максимально утешительные цифры. Вот чел просто на 10 уровне Джакира себе нашел, котла нашел. Но я его вынес. Тайт не имба. Морские тоже. Я так не хочу кольцо 2-го тира ролять. Я надеюсь, что кто-то еще вылетит. И все будет прекрасно. Я думаю, магов мне придется разобрать и играть от сильного прокаста. Но маги тупо не идут. Зато когда я разберу магов, маги пойдут. Вот чел просто, смотрите, 6... Ну, ладно, 2 бога, 4 морских, 6 воинов, 4 орка. Гений. Непризнанный гений. Его все выносят, но он живет. Чисто, знаете, он душит, получается, нас, магов, чуть-чуть. Но это на самом деле до поры до времени, потому что если сейчас ко мне придет, дай бог, ко мне придет дух 5, то ему торба. Надо еще морские будет себе поставить 4 штуки, так чисто. Потому что на самом деле, даже если я поставлю себе 4 морских, это тоже будет приятно, потому что, во-первых, тайт, стан, медуза, окаменение. Под духа 5 прекрасно все заходит. Урона 1 000 000. Дух 5 сюда. Хотя зачем мне этот кунка, если так подумать? Джакира еще. Думаю, наверное, стоит оставить. Рейд ночных зверей сюда, пойдет. Дай бог доживу до 35-го раунда. Доживу до 35-го раунда, тогда шансы победить у меня будут. Кстати, вместо Лича закину. Ну, блин, ну мне так не... Ну, наверное, стоит рискнуть. Еп... Серьезно? И вот только скажите, что... Ой, ладно, все. Проехали. Тупо проехали. 4 морских поставлю, потому что билд у меня на самом деле очень слабый. У меня 1 000 000 контроля. Помойный ты, Рубик, спасибо, что я не сдох из-за тебя. Да ёп, еще не хватает предметов переролить. Ух ты.
Ребята, конечно. Короче, это трэш. Ребята, это трэш-контент. Ну, сами наблюдайте, какая у меня сейчас ситуация происходит. И несмотря на это, я каким-то чудом на одном хп живу. Ну, хотя бы спасибо за лешего. Это на самом деле не супергерой, который мне необходим, но он хотя бы пришел. Хотя бы спасибо на этом, серьезно. Нужен ли мне Дум? Да, на самом деле мне не особо Дум нужен. Надо, кстати, Медузу нормально поставить. Так, мне надо куда-то его запихнуть. Сюда запихну, вот так поставлю. И вот так поставлю. Потому что если он духа пятерку еще раз мне перевоплотит, мне может тупо урона не хватить. Так, а ну-ка, поехали. Бэм! Ну, уже нормально так урона. Нормально. Живем. Хилимся, живем. Можно Никса купить на всякий случай. Хотя на самом деле уверен, что я и так смогу справиться, но все же лучше я куплю Никса. Скажем так, лучше перебздеть, чем недобздеть. Потому что тут есть опасные столы против меня. Ну, этот чел тупо... Вот, на самом деле, он проигрывает, скорее всего, сейчас всем. Скорее всего. Но он тупо сидит до талого. Ну, тут чел через дефолтного антимага играет. В принципе, я не удивлен ни грамма. Сейчас самое главное, чтобы просто не перевоплотил моих героев. Гребаный Рубик. Но предметы ужасные. Надеюсь, что у меня получится найти Аганим. Лучше бы, если честно, я даже не знаю, что было бы лучше. Искал бы я предмет 3-го тира или все-таки хорошо, что я искал предмет 5-го тира, потому что у меня останутся, по сути, из предметов 5-го тира все необходимые мне предметы. Кстати, чел сейчас на первом месте, имеет магов-драконов, при этом у него хорошие предметы, у него есть хекс. Но этот хекс будет лететь в моего лешего. Поэтому мне абсолютно плевать. Пусть летит в моего лешего, у меня есть морские. По сути, я должен его немного допереживать. Если сейчас еще и повезет мне на 35-м раунде, если, конечно, я доживу, потому что осталось 2 раунда всего лишь, то там я рейд ночных зверей активирую. Ну вот, как? Охренеть. Боже, как хорошо, что я его успел убить. Боже, как хорошо, что он вылетел. Это чудо. То, что его сейчас выкинул, это чудо, ребят. Это тупо чудо. Спасибо за Аганим. Я думаю, все прекрасно понимают, что это в действительности чудо, потому что у него предметы идеальные там были. Был бы у него условно какой-то рич, то он бы просто своим личом бы меня задушил. Был бы у него дизраптор, он бы меня своим дизраптором задушил. У него все идеальные предметы были. Ему только не хватало посоха 3-го тира. А все остальные предметы у него идеальные. Аганим, Хекс, посох 1-го тира, палочка Гарри Поттера 1-го тира, кольцо 2-го тира. То есть у него миллион магического дамага. Да, это жестко. Да. Лич пришел, такой думает, пора Личу прийти. Ладно, медузку покупаем. Лич мне уже не нужен. Хотя на самом деле мне и Дум никуда не вписывается. Но пусть будет пока что. Я, может, подумаю, куда смогу его присунуть. Так, вот. Бог, орк, воин, морские с шаром бездны. Бэ! Ой, а что такое? А что такое? А что такое? Бывает. 6 хп осталось у молодого. Так, ну, сейчас будет двойные мобы. Сейчас будет обалденно. Сейчас, я надеюсь, мне посох 3-го тира упадет. И, не знаю, условный... Пусть рефрешер упадет, будет кайфово. Кроме рефрешера, на самом деле, неплохо зайдет мне догон. Цепочка 4-го тира. А что еще? О, Джакира, хорошо. Отлично. Я сейчас, кстати, если что, предметы закинул Джакира, потому что Джакира один раз плюнет и просто его испепелит. Ну, я бы и так испепелил. Ну, просто Джакира, как-то, знаете, более надежно. Так вот, пум! А что ты так мало урона нанес? А что так мало урона нанес?
Посох третьего тира мне не упал. Цепочка зато упала, хорошо. Something horrible is peering into our world from the deep sea. Что я сделал в жизни не так? Я так не хочу магическую призму убирать. И я так не хочу и эти два предмета убирать. Все эти предметы, они полезны. Они все дают мне по чуть-чуть магического урона. I'm here to help. Блин, а что делать мне теперь-то? Это очень важный предмет мне упал. Ой, это очень важный предмет для меня сейчас. Ну пусть пока будет так. Пусть пока будет так. Посмотрим, что из этого выйдет. Если кто-то вылетит, а я надеюсь, что кто-то вылетит все-таки. Я сейчас в Дизраптора закинул шмотки не просто так, потому что сейчас будет вечный сайленс от него. С огромным количеством урона. Ну, без посоха третьего тира, конечно, это не тот урон, который бы хотелось. Но... Вот, кстати, маг-дракон. Сюда. А ну, сайленс, на. Да! А он БКБ нашел. Ты гля какой умный. Ты гля какой умный. Он БКБ нашел себе. Но это ему не помогло. Без обид, друг. Без обид. Не, у нас БКБ у него жестко. Просто мне вот интересно, знаете что? Почему Хекс так криво полетел? О! Посох третьего тира пришел. Спасибо. Спасибо. О! Нормальные у меня противники остались. Кайф. Так, я, кстати... Ну, наверное, так я сделаю сейчас. На самом деле, сейчас такая будет аннигиляция, ребят. Сейчас полный разрыв будет. Мне, на самом деле, даже морские не нужны. Можно, условно, кого-то еще доставить. Ну, просто морские, они дают мне окаменение. Ну, ой, окаменение. Короче, посмотрим сейчас, что мы будем делать. Блин, мне тайд хорошо идет. Может, я тайда соберу себе в 3 звезды, а? Не, на самом деле, если соберу в текущей игре тайда в 3 звезды, то это торбо будет. Там контроль миллионный будет. Магическую призму я оставляю на всякий случай. А ну-ка. Щелчок Таноса. Боже, я его за 1 секунду смел. Просто ничего не смог против меня сделать. Ничего не смог сделать. Ну, сочувствую ему. Но чел на антимаге, естественно, охотников там подорвал. Потому что охотники, они бьют лоу хп цель в первую очередь. А там антимаг с блинком еще был. Пока он там блинканулся к ним в задние ряды, а те лоу хп цели били. Ну, вот этим мне охотники и не нравятся. Тем, что они бьют лоу хп цели в первую очередь. И от этого как бы грустно становится. Потому что твой керри, условно, который имеет больше всего количества хп, просто будет всех разрывать. Да. А мне больше и нечего особо взять. Я просто думал, что под магическую призму еще закинуть. По идее, ну, обезоружь хорошо. Что еще хорошо? Обезоружь. Дагон. Хекс. Ну, вот такие вот предметы под магическую призму хорошо заходят. Плюс они, кстати, если что, дают. Боже, я этого быстрее снес, чем того. Но это на самом деле чисто из-за того, что у меня посох третьего тира сейчас стакается. Но еще его антимаг прыгнул под моего духа 5 и там забей, тупо забей. Без шансов. Боже, какой это развал. Кстати, охотник вынес того антимага. Не знаю как, но вынес. Боже, несмотря на то, что мне так все с натяжкой шло. Вот несмотря на то, что мне так все с натяжкой шло. Я их тупо выношу. Я не знаю как. Кстати, у него есть арчит. И этот арчит будет лететь в Лешего. Боже, мне так нравится. Леший в 3 звезды. Такой кайфовый герой, оказывается. Хекс у него полетел. Арчит сейчас полетит. Все дебафы в него будут лететь. Я только рад. Спасибо. Мне еще и Тайд есть. Тайд, который сейчас просто всех в контроль возьмет. Ну и, короче, вот так вот сделаю. Плевать на... Я думал просто поставить еще 6 магов для большего урона, но я думаю, мне и так хватит. Да! Боже, как много урона. Это еще, прикиньте, после третьего тира не настакался. Сильно?
Еще как. Ой, красиво ферзя взял. На такой ноте красиво ферзя взял. Легкой игры не будет. Кайф. Реально кайф получилась игра. Я удивлен, что у меня так получилось все. Удивлен. Я вообще думал, что я сдохну до 30-го раунда, потому что так плохо все шло. С такой натяжкой все плохо шло. Надо просто не передать словами, насколько все печально было. Ну, в принципе, давайте так. Откровенно честно, вы все сами прекрасно видели, как мне шло в течение игры. Правильно? Правильно. Поэтому давайте. Что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Также не забудьте поставить свой лайк, подписаться на меня, если ты еще не подписан. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!